такенный небоскреб. Шест для стриптизер. Шкафчик купе. Пытался его открыть сюда, чуть не вывернул. С разгона прыгнуть можно, в принципе, нормально копчиком и приземлиться. Купили бомж-набор. Ой, бомж-набор. Габариты его просто впечатляют. Подсветка грамотно сделана. Конечно, огонь. Всем привет! Мы заселились сегодня в отель в Санкт-Петербурге. Называется Интуит. Вот этот отель. Он в шаговой доступности от метро. Метро Купчино называется. И магазины тоже здесь в шаговой доступности. Довольно-таки молодой райончик, я так подозреваю. Мы взяли тур выходного дня из Минска. Значит, выехали в четверг, приехали в пятницу и целый день в разъездах по экскурсиям. Сейчас ездили еще в аквапарк и, в принципе, сегодня еще у нас по плану посмотреть ночное разведение мостов и покажу номер, в который нас заселили. Довольно интересное современное здание, многоэтажное. У нас номер на 17 этаже. Ну вот, видно, что это новый райончик. Куча магазинов, аптек и так далее. Но явно магазины здесь подороже будут, так как при гостинице. Но здесь неподалеку тоже есть магазинчики. Но опять же, метро в шаговой доступности, это очень хорошо и удобно. Вон наш автобусик с мячиком такой нарисованным стоит, припаркован здесь. Он нас все эти дни будет катать по городу, по экскурсиям. Мы уже тут, в принципе, поездили, уже ноги, спина отваливается. Поэтому еще на сегодня до ночи будем разводные мосты смотреть, а завтра утром завтрак и поедем дальше на экскурсии. Ну, сейчас покажу вам саму гостишку и номера. Вот такенный небоскреб. И заходим на ресепшн. Ресепшн не очень объемный, ну такой средненький. Проходим в лифт. Это вообще 3 звезды или сколько, вот интересно? 3 звезды отель. Такой прекрасный лифт. Куча кнопочек до 21 этаж, да? Ну вот, сейчас вам сразу покажу, как выглядит холл. Карточка, давай. Без карточки вы не зайдете сюда. Довольно все современно и мило. Кстати, для 3-звездочного отеля, я вам скажу, по-моему, круто. Дали нам 2 номера, 473, 472. Ну, один из них покажу, они, в принципе, одинаковые абсолютно. Никакой разницы вы не увидите. Ну, давайте сразу такой рум-тур вам будет. Сходу сразу зеркало, такие вешалочки для одежды. И вот сразу номер. Шкаф-купе, куча вешалок, шест для стриптизерш, шутка. Так, здесь куча полок, сейф, фен, шуфлядочки. В общем, куча шуфлядок. И смотрите, какой номер. Номер, по-моему, огонь. Здесь своя кухонька есть. Санузел попозже покажу. Микроволновочка. Ну, давайте в шкафчик заглянем. Здесь вытяжка. Бокалы, так как это на 2, естественно, по 2 бокала. Для посуды. Так, чайничек есть, куча розеток. Индукционная плита, если я не ошибаюсь. Ну вот, прибамбасы, принадлежности всякие. Смотрите, есть кастрюльки, сковородки, тарелочки, чашечки. Слушайте, ну весь комплект. Холодильник встроенный, с морозилочкой такой миниатюрненькой. Там даже лед, кстати. Да, от предыдущих явно хозяев остался. Ну, в принципе, неплохо. Так, урна. Кстати, я не заметил, чтобы здесь какие-то... Ну вот там покушали, посуду помыть, никаких губок, ничего такого нет. Смотрите, барная стойка. Телевизор Samsung. Таких средних размеров. Водичка 2 штучки. Шкафчик купе. Пытался его открыть сюда, чуть не вывернул. Ну, не шкафчик, а полочка, не знаю, тумбочка. 2 кровати раздельные. Ну, извиняюсь за беспорядок, это мы уже так сходу
пришли и все покидали. Ну вот, смотрите. Такой интерьерчик, картинка, подсветочка. В общем, по-моему, все выглядит достойно. Ну и что, вид из окна? Ну давайте глянем, пока не совсем стемнело. Вот такой вид из окна на современные дома. Но это уже многоквартирные дома, сделаны так вот в едином современном стиле более-менее. Проспект. Ну, по-моему, неплохо. Очень весьма неплохо. Обещал вам показать санузел. Ну, давайте сразу зайдем. Вот санузел, кстати, очень даже достойный. Смотрите. Зеркало, умывальник. Так. Это гель для душа 2 штуки. Мыло 1 штука. Шампунь 2 штуки. Тут у нас что? Ничего. Пустые полочки. Да. Полотенчика 2 штуки. Зеркало, ну, которое где с увеличением, так сказать. Бриться очень удобно. Душевая кабина очень зачетная. Смотрите. Не маленькая. Так, это что-то тут открылось само явно. Унитазик, он мне ниже колена, совсем миниатюрненький. Тут как-то все миниатюрненькое, смотрите. Урночка совсем малюпасенькая. Стиралочка. Ну вот, смотрите, стиралочка. Она мне чуть-чуть выше колена. Я, честно говоря, таких миниатюрных вообще не видел. Полотенчики, сушилка. Ну и все, что еще надо. Ну, туалетная бумага, естественно. Куда же без нее. Вот, поэтому второй номер 1 в 1. Ну и просто в зеркальном, так сказать, состоянии. Здесь заходишь, это все налево. В нашем номере все это направо. Номер мне очень понравился. Очень в современном стиле. Такой достаточно, да, достаточно современный. Хороший номерочек. Ну вот, движемся на выход. Вот. Ну пуфик еще. Что еще надо? Все. Больше ничего. Обзор сделали. Выходим. Надо уже нам поужинать. Кроватка достаточно мягкая. Но чувствуется, вообще сам матрас мягкий, а там жесткое основание. Такое, если с разгона прыгнуть, можно, в принципе, нормально копчиком и приземлиться. Поэтому как-то так. Купили бомж-набор. Как это правильно называется? Какой бомж-набор? Студенческий набор. Студенческий, ладно, неважно. Биг Бом. Сыр. Ну, какой мы выбрали? Белорусский, потому что мы не знаем российский, насколько тут качество. Но, в общем, так решили немножко перекусить. Посмотрите, Удобные стульчики? Стульчики удобные? Очень. Поляна накрыта, можно ужинать. Все страдались, отмучились, но самые стойкие поехали смотреть, как разводят мосты ночью в Питере. Ну давайте наш отель ночью засниму. Днем я вам его показывал, вот ночью, как это все выглядит. В принципе, вполне неплохо. Но меня радует, что рядом метро. И куда хочешь, взял, стартанул и поехал. То сейчас нас везет автобус. Проезжаем самый высокий мост над Финским заливом. Про крейсер Аврора нам, конечно, никто ничего не говорил, но это такой приятный сюрприз и бонус. Сейчас, видимо, мы его посетим. Если честно, я думал, что он поменьше. Габариты его просто впечатляют. Подсветка грамотно сделана, конечно, огонь. Вода под крейсером просто морская пучина. Смотрите, как она блестит. Очень красиво, ну очень. Смотрите, как крейсер закреплен навеки вечные. Видите, какие балки? У него 2 якоря. С этой стороны я вижу огромнейшая цепь.
Ну, в общем, блин, впечатляет. Хочу вам сказать. Якоря я уже показал. Здесь у нас полируют эти сапоги и копыта. В первую очередь сапоги чуть меньше. Да, которые вот за Петром Первым. Кто хочет, чтобы карьера сложилась, все труд. Копытца, ножки памятника Петру Первому. Как бы все говорят, что все это медное, но оно реально смотрится черным. Но настолько его отполировали, что медь, в принципе, просветляется. Сексуальных ориентаций. Но вот это место, Катькин сад, как его потом стали называть в конце 19-20 века, было местом встречи знакомств мужчин и традиционных сексуальных ориентаций. И Петр I осознал, что папа был неправ, отрекся от престола и ушел в Брянские леса, стал старообрядцем. И всю оставшуюся жизнь там вот в старообрядцах и провел. А вместо него коварный Меньшиков как раз садит на престол немчину. Писала письмо: «Я в Россию больше не ногой. Как хотите, я не вернусь обратно». В итоге Константин Павлович потом своему младшему брату Михаилу говорил: «Зачем тебе на этих немецких принцессах жениться? Ну, того не стоит вообще. Да не женись на немках, в общем». Исходя из понимания, французские женщины довольно-таки свободонравные, а горизонталки в каком положении они вот в основном время проводят. Намекая, опять же, на девиц легкого поведения и женщин с низкой социальной ответственностью. Как в 19 веке вот интеллигентные ругательства были. Вот сейчас скажи: французская горизонталка. И даже как будто бы никто не оскорблен, получается. Ах, какой язык потеряли. Тем временем, вот мы вернулись с вами на Невский. Сейчас у нас здесь будет следующая остановка. Так выглядит разведенный мост. Просто стена вертикальная. Конечно, зрелище незабываемое.
Просто асфальт поднялся стеной. Ну что, на этой счастливой ноте трансляция и эта серия закончена. Я думаю, завтра вы увидите что-нибудь тоже не менее интересное. Всем удачи, пока.